Всем привет! Сегодня мы не будем показывать вам, как собирается какой-то конкретный букет, но поговорим о спиральной технике, так как именно она является основой любого букета. И для того, чтобы овладеть спиральной техникой, в которой собирается практически 90% букетов, если это особенно большой букет по размерам, вы должны четко представлять себе движение вашей руки. И сейчас я вам попробую показать это движение, начиная с большого радиуса и переходя к маленькому, именно к такому радиусу, который является основой точки сборки вашего букета. Вот посмотрите, пожалуйста, внимательно. На большом радиусе это будет выглядеть следующим образом. Вот начинаем мы спиральную технику вот с таких 3 пальцев. Вот мы ведем от плеча к груди и делаем вот этот разворот, как бы отпуская нашу руку. А теперь еще раз, я еще раз покажу на большом, от плеча к груди и отпускаем наш. Уменьшая постепенно радиус, вот посмотрите, движением руки я подхожу к радиусу нашего букета. Вот ваше движение, оно свободное, рука движется очень свободно, без напряжения. Вот так вот вы ведете вашу руку при спиральной технике. Ну а теперь мы попробуем это сделать на палочках, хотя я хочу вам сказать, что это не так легко, но вы можете заниматься этим, тренироваться, осваивая спиральную технику и также возможность перехвата вашего букета. И начинаем мы, как вы сами понимаете, с 2 палочек. Вот началом нашей спиральной техники будет вот такой. Вот вы перехватили ваши палочки. У вас получился вот такой крестик. А теперь сразу вот попробуйте поиграть вашими палочками. Вот пускай они поиграют в вашей руке, чтобы сохранить вот эту точку, в которой вы будете собирать вашу спираль. Ну а теперь мы прикладываем еще одну палочку. Как ты прикладываешь третью? Вот так, как я сказала, по спирали, по тому же. Вот, посмотрите, вы начинаете вот это все прокручивать. Посмотрите, вот уже у нас получилось немножечко спираль, видите? Самое главное, чтобы вы еще, вот я еще представляю, вот они пляшут в ваших руках, а вы все равно вот перехватываете их, перехватываете. Причем, когда у вас будет появляться каждый новый стебель, вы поймете, что нужно будет двигать эти палочки или эти стебли по вашей руке как можно глубже, потому что 2 пальчиками вы уже не сможете прихватить большое количество стеблей. Вот у нас. Вот они, вот пускай даже будут так у вас смешно. Вот вы приложили еще одну палочку и снова покрутите их в руке. Попытайтесь научиться перехватывать хотя бы вот с таким образом. Вот она еще такая смешная у вас получилась спиральная техника. Снова, посмотрите, какой у нас большой стебель. Придется точно вам с вами подвинуть с таким большим. Пускай это будет вот так. Пускай это вас не смущает. Вот учитесь это крутить в ваших руках. Вот, посмотрите, вот так мы уже с вами набрали. Если вам будет легче, если это палочки, вы можете опереть их. Посмотрите, вот у нас уже какой выстраивается букетик. Вот эта спиральная техника. Прикладываем еще. Вот под этот пальчик вы прикладываете, вот. И вот так вы пытаетесь, вот смотрите, я уже стараюсь подвинуть. Видите, я уже практически заняла весь объем моих пальцев, потому что у меня появилось большее количество стеблей. Вот она, спиральная техника. Еще попробуем под наш пальчик положить и снова перехватываем. Пускай это будет, уже перехватывать будет вам сложнее, но все равно вы не бойтесь, ведь вы же тренируетесь на палочках. Обоприте, если вам будет легче. Вот посмотрите, вы можете опереть. Посмотрите, как у вас красивая получилась спиралька уже. Вот таким образом вы можете постепенно набирать и тренироваться. А теперь у нас здесь практически сделана или выдержана средняя спираль. Вот посмотрите, что произойдет, если опущу эту спираль. Для того, чтобы вам была понятна техника высокой, средней и низкой спирали. Посмотрите, что происходит с нашим букетом. То есть, чем ниже вы возьмете спираль, тем букет у вас будет больше по своему диаметру. Ну, вот здесь у нас, видите? То есть, и вот таким образом вы можете постоянно добирать ваши палочки и тренироваться на этом.
А теперь мы покажем спиральную технику на живом цветочке. И так как у нас небольшое количество цветов, то мы возьмем среднюю спираль вот именно под листочком. На живом цветке это гораздо проще, потому что, во-первых, листья у вас создают объем, палочки гладкие, будет первое время сложно, а на живом цветочке это легко. Ну и начинаем мы точно так же, да, мы берем 2 цветочка, причем, вы знаете, вот чтобы они, вот рука ни та, ни другая не должны быть напряжены, все должно быть легко, пускай они пляшут у вас до того момента, когда вы закрепите это анкором или лентой. Посмотрите, да, мы снова прикладываем сюда, и вот я то, о чем с вами говорила, да, вот я попытаюсь даже перехватить букет. Вот розочки у меня пока на разной высоте. Вы знаете, они могут быть у вас на разной высоте, вы просто уже потом в процессе, да, вот, посмотрите, вот это движение, вот оно у меня от плеча, вот оно, да, вот я прикладываю цветок и веду сюда, и вот рука у вас уходит свободная. А вправо или влево легче вести? От чего это Ну, зависит? это зависит от того, праворукий или леворукий человек. То есть нету правила такого? Нет, абсолютно. Кому-то легче левой рукой вести, кому-то легче правой. Но, скорее всего, когда человек праворукий, то, конечно же, ему легче вести правой рукой от себя, да. Ну вот, посмотрите, да, и снова мы вот так, вот оно у нас движение, вот это движение, вот мы снова приложили розу. Все цветы идут в одну сторону. Да, абсолютно все стебли идут в одну сторону. Да? Сейчас у нас выложена спираль в одну сторону, а если у вас происходит сбой, да, то, по идее, мы должны цветочек с вами поставить вот так по нашей спирали. Как только вы его поставите вот так, подставляя, да, вот, в другую сторону, стебель будет смотреть, то и происходит сбой вашей спирали. Вы должны именно вот в эту сторону. Хотя я противница подкладывать цветок, я считаю, что вы обязательно должны научиться дружить с букетом, вот так его вращать, соответственно, вокруг своей оси и подставлять в нужную сторону. Вот поставим наш цветочек. Так. Ну вот и получим наш букетик из 7 роз. Самый простой, который вас просят, как правило, сложить. Вот мы получили нашу спираль, посмотрите. В точке сборки вы можете закрепить анкором или лентой. А сейчас мы сложим в спиральной технике матрикарию. У нас ее 50 штучек сегодня будет. Да, и так как у нас большое количество цветков, то, естественно, мы возьмем с вами низкую спираль. И чем выше цветок, то тем ниже спираль вы можете себе позволить, и тем большего объема вы получите букет. И начинаем мы, как всегда, да, с первых 2 цветочков складываем. Может быть, В монобукете удобно складывать и тренировать спираль тем, что здесь не нужно для начала углубляться в саму специфику рисунка букета и распределения цветовой гаммы по объему букета. Здесь как раз можно тренировать именно вот эту технику. если вам позволяет ваша работа тренироваться, то очень хорошо тренироваться на зелени. Но именно на той зелени, вот посмотрите, да, вот спиралька у нас получается уже, на той зелени, у которой ровные стебли. Например, рускус. Да, очень хорошо на рускусе тренироваться. А можно в процессе сборки букета спираль спускать, поднимать? Можно, конечно, это очень часто происходит. Потому что вначале, возможно, вам будет не совсем понятно, где брать точку сборки, потому что вы еще, глядя на все цветы, не можете для себя представить конечный объем. Поэтому спиральная техника, она как раз позволяет в процессе этот момент регулировать. Вот, кстати, если вы будете тренироваться на палочках, то вы можете там посмотреть, когда вы будете спускать спираль или поднимать спираль. Вот, посмотрите, да, у нас с вами спиралька получается такая красивая. И на большом количестве стеблей как раз спираль лучше всего будет видна и понятна. То есть вы увидите этот четкий рисунок. И при спиральной технике еще очень легко
поправлять каждый букет, то есть можно доставлять в центр, можно двигать центральные цветки, они абсолютно не зажаты, они все должны легко у вас перемещаться, если это необходимо. Да, вот смотрите, да, если я вот чуть-чуть, да, приспущу мою спираль, вот, то, понимаете, у нас происходит сужение или соединение стеблей, и букетик уменьшается. А я вот распустила легко, посмотрите, как и сразу. он становится объемнее. Да, визуально. То есть тут, например, тоже сразу две задачи. Хотите, чтобы букет был плотнее, или хотите, чтобы букет был объемнее и воздушнее. В зависимости от этого вы берете спираль в нужном месте. У нас здесь, например, задача, чтобы букет выглядел максимально объемно. Да, поэтому мы максимально, вот видите, уже просто ниже невозможно будет взять, иначе цветку не будет достаточно для того, чтобы пить. Вот, смотрите, вот получается постоянно такая диагональка. Видите, вот все цветы идут вот по этой диагонали, абсолютно любой. Даже тот, который, если бы мы добавляли в центр нашего букета, но здесь нет такой необходимости, тоже он бы вставал вот по этой диагонали. А вот ваше движение руки в маленьком, вот оно в маленьком взяли. Вот вы поставили цветочек и вашу руку отпустили. Вот вы поставили цветочек пальчиком же и отпустили. И ты не сжимаешь, да? Нет, цветы? нет, вот оно у меня вообще, если я еще отпущу, вот он вообще у меня. Просто очень часто вначале рука устает у флористов, которые Да. только начинают свой путь. С чем это связано? Это связано с перенапряжением кистей рук. А если вы будете держать очень легко букетик, да, ваш, вот он у меня вообще, я вообще практически его не зажимаю, вот у меня пляшет в руке еще. Но это со временем приходит? Это приходит со временем, да. Это приходит со временем, и, конечно, сложно работать, когда вы начинающий флорист, и если перед вами стоит клиент и ждет вашего букета, и, конечно же, это не так просто. Это просто нужно быть очень уверенной и спокойной в себе. А ты долго тренировалась? Долго. А ты на чем тренировалась? Я начинала с палочек. Сначала с палочек, потом с зелени, потому что зелень все-таки можно помучить чуть дольше, чем любой цветок. И училась прежде всего понимать, что значит высокая, средняя и низкая точка сборки. Потому что это очень важно. Иногда приходит клиент и говорит: сделайте мне букет попышнее. А бюджет, соответственно, при этом небольшой. Поэтому вы можете в основу даже поставить фисташку, то, что подешевле, да, рускус. А И затем взять спираль. да, пониже. Тогда у вас получится. Осторожно. Вот потихонечку мы с вами набираем нашу спиральку. А ты перехватываешь? Перехватываю. Я все время перехватываю. Вот я беру вот этой рукой, да, и вот не отпуская левую руку, я просто вот там вот как бы по руке по расслабленной его прокручиваю. Не отпускаете. Если вы отпустите, вы, соответственно, потеряете ваш букет, у вас могут центральные цветочки провалиться. Ни в коем случае. Вы просто ее ослабляете. Да, а если сложно, то можно делать крепеж постоянно? Можно. Он помогает, да? Он помогает, да, для того, чтобы у вас не избился рисунок. А вот покажи нам рисунок вперед. Вот уже смотрите, какой объемный букет получается, очень красивый летний. Вот мы доставили все цветочки. Смотрите, вот такая наша идеальная спираль. Вот она. И вот букет даже стоит, то есть у нас даже выбрана идеально центральная точка, и поэтому букет никуда не перевешивает. Все, можно взять его в руки. Смотрите. Вот так выглядит наш летний букет. И полевые цветочки, ну в данном случае это, конечно, не совсем полевой материал, но тем не менее сейчас они многим доступны. Каждый из вас
может пойти в поле действительно или в лес, взять секатор, насобирать какие-то цветы, зелень и попытаться собирать букеты и тренировать спиральную технику. Особенно удобно, если есть дача, если вы какие-то цветы выращиваете. Очень хорошо тренироваться на флоксах, потому что у них небольшой тоненький стебелек, а сама шапочка у них большая, плотная, то есть она не даст смыкаться цветочком, и вам будет легко научиться это делать на флоксах. Надеемся, что наше видео было для вас полезным, и в дальнейшем вы будете тренировать эту технику, и у вас уже не будет возникать вопросов по поводу сборки букетов, вы сможете свободно использовать различные виды материалов, уже более акцентируя свое внимание на цветовой гамме и на разнообразии самих цветов.